Приветствую вас, мои дорогие зрители. Сегодня у нас будет не совсем обычное путешествие. На этот раз мы не будем искать легких путей, а пройдем пешком вдоль берегов реки Лоя, чтобы добраться до двух по-своему интересных объектов. Сигулда-Мурине. Хотя туда можно было добраться куда как проще, оставив машину на близлежащих автостоянках. Забегая вперед, скажу, что несмотря на относительно тернистый путь, прогулка того стоила. Лоя, Логе, Клиншупите. Речка длиной 25 километров, и вытекает она из озера Эркуле. А начнем мы наше путешествие от устья реки Лоя, где она сливается со старым руслом реки Гауя. Оставляем машину на стоянке Рамкална и трогаемся в путь по самому живописному участку долины реки, где нас ждут красивое обнажение песчаника, древесные завалы, подъемы и спуски этой необычной природной тропы. Лучше. Хороший лозунг. Ну что ж, в 67 году Сен-Чарльз был очень даже. Для непосвященных даю перевод лозунга на русский язык. Да здравствует пиво Сенчо. Ну, здесь придется, Лена, взять вершину. Ты готова? Тропа вдоль реки совсем не оборудована для комфортной ходьбы, и поэтому надо заранее подумать об удобной обуви и одежде. Я приглашу на танец вас и газ. Зато будет 1000 просмотров сразу, Лена. Несмотря на красоту видов, берега Лоя не столь известны и популярны среди туристов, в отличие от рек Брасла или Амата. Такой здесь тернистый путь. Ну, для здоровья хорошо, и для тренировок ножек тоже. Но мы все осилим. Тропы, горы, перевалы. Ну, если от дождя, можно спрятаться здесь. Продолжаем пробираться до нашей первой цели. На пути вам будут встречаться такие вот совсем не внушающие доверия мостики с очень подозрительной надежностью. Ну а куда нам деваться? Двигаемся дальше. Но, как видим, кое-кто совсем не уверен в своих силах по преодолению препятствий. А здесь, судя по всему, даже сохранились очень древние автографы предыдущих любителей пеших прогулок. К сожалению, годы написания этих автографов мною не были обнаружены. Еще один крутой подъем, и выходим на вершину утеса, где есть даже скамейка, на которой можно передохнуть, попить чаю и полюбоваться открывшимися пейзажами. Ну вот, мы преодолели первый этап нашей прогулки, и здесь нас ждет знакомство со старой санной трассой в Мурине, которая была создана для тренировок воспитанников местной спортивной школы. И теперь, чтобы познакомиться с трассой поближе, нам остается только спуститься вниз с этого крутого склона. Но для начала поговорим об истории возникновения санного спорта в Латвии и первых энтузиастах этого дела. Наверняка все знают, что санный спорт в Латвии один из самых популярных и развитых видов спорта. А вот некоторые факты далеко не всем известны. Нынешние традиции и популярность санного спорта в Латвии уходят корнями в конец 19 века, когда князь Кропоткин на территории собственной усадьбы Зекельвольд, сейчас это Сигулда, построил 900-метровую искусственную ледовую дорогу с одним виражом, которая стала первой санной трассой на территории нынешней Балтии. Ну вот мы и спустились со склона и можем продолжать наш рассказ. Из-за границы начали привозить первые бобы, и местные энтузиасты-самоделкины принялись за производство своих саней, уже по готовым образцам. Вот с тех времен и пошло развитие этого вида спорта в тогдашней Лифляндии. И как итог, в 80-х годах 20 века была построена знаменитая санно-бобслейная Сигулдская трасса, воспитавшая не одно поколение чемпионов. Но до постройки санно-бобслейной трассы в Сигулде в Латвии действовали как минимум две другие трассы. Одна из них была в Цесисе. Там сейчас находится горнолыжная база отдыха Озолкалнс, а вторая в Мурине, где мы сейчас и находимся. И вот то, что от нее осталось, мы вам и покажем.
Эта уникальная деревянная трасса была построена в 1978 году энтузиастами и фанатами санного спорта с подачи тренера по санному спорту Роланда Упатнекса, которого сегодня считают отцом латвийской санно-бобслейной школы. Интернат-школа. Как видим, трасса была уникальна в своем роде, поскольку ее конструкция изготовлены из дерева, и можно сказать, что это ручная работа. На ее сооружение понадобилось всего 77 дней, и если Сигулдскую трассу впоследствии строили с привлечением экспертов из ГДР, которые рассчитывали оптимальную траекторию, то в Мурине все делали сами. Но уже в 1979 году было принято решение построить современную трассу на территории Латвии, и выбор пал на Сигулду. После строительства нового спортивного комплекса трасса в Мурине постепенно теряла свое значение. Последние соревнования в Мурине прошли в 1987 году. Какое-то время, пока трасса была в хорошем состоянии, по ней ездили на летних санях. А сегодня до наших дней сохранились лишь развалины на крутых берегах Лои. А еще здесь находится Лойское городище. К сожалению, узнал о нем уже после посещения этих мест. Ну и как пишут на просторах интернета, городище найти непросто, не зная о его существовании. Помощником и ориентиром для поисков станет обрыв высотой 15 метров. Вот под ним и находится городище. А координаты, если кому будет интересно, оставлю в описании под видео. Преодолев наиболее трудные участки пути, мы наконец добрались до следующей нашей цели – мельничная запруда Катрины. Идти нельзя. Но мы пройдем чуть-чуть. И вот здесь мы неожиданно для себя обнаружили скрытые от людского глаза уникальные скальные пещеры, мимо которых пройти невозможно, чтобы не осмотреть это чудо природы, от которых исходила какая-то таинственность. Рядом с пещерой искусственно высечен погреб, который выглядит как тоннель. А вот так выглядел вход в тоннель в 2000 году. Вот здесь у нас. Он был закрыт. Ого! Там можно пройти. Да, вот такая тут пещерка. Интересно, там туда можно идти вовнутрь прям. Представляешь? В сети есть информация, что тоннель проходит сквозь гору. Самолично проверить не получилось ввиду отсутствия нормального фонарика, а вот проверить другую сторону горы не догадался. Пишут, что подвал Екатерининской мельницы был высечен в 1944 году. Длина его составляет 17,3, а высота 2,2 метра. Так, какие тут года у нас? 1942 вижу. 1900... О, самый древний вижу. 1843 год. Да. Вообще-то посещение пещер, даже таких незначительных и неизвестных, как наша, всегда вызывает какое-то таинственное чувство. Внутри них мы ощущаем соприкосновение с древностью, природой и историей. И любая пещера хранит в себе множество загадок и тайн. Ведь интересно, кто были эти люди, оставившие надписи на стенах пещер, их жизнь, их судьба. И каждое такое посещение приносит новые впечатления и эмоции. Итак, продолжим. Мельничная запруда Катрины, она же Клиншу, была построена в 1745 году, а здание, которое мы сейчас видим, было возведено на фундаменте старой Екатерининской мельницы. Вау! Информации о мельнице на просторах интернета практически нету. Есть упоминание в правительственном вестнике за 1926 год, что на водяной мельнице Катрина в Кремльской волости будет продано движимое имущество фрицев Рейманиса, в которое входит мельничное оборудование, шлифовальные и доильные машины, паровозы, водяные турбины, строгальные станки, лошади, коровы и т.д. и т.п.
Все это оценивалось 28 710 латов. А во времена Советской Латвии здесь располагались лаборатории совхоза Латвийского научно-исследовательского института животноводства Кримулда. Теперь это частная собственность. Задался вопросом, почему в некоторых источниках о мельнице мелькает название Екатерининская. Уж не в честь ли матушки императрицы Екатерины Алексеевны Романовой было дано имя мельницы? Хотя навряд ли. Екатерина приехала в Санкт-Петербург в 1744 году, а царство стало только с 1762 года. Вот только если принцесса Фике, будущая императрица, останавливалась здесь по пути в Ревель, направляясь в Петербург, то тогда да. Ну, это так, мысли вслух, не берусь утверждать. Просто было модно в те времена давать имена в честь царствующих особ, особенно если эти особы проезжали мимо или тем более делали остановку где-то рядом. А таких мест немало осталось в современной Латвии. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.